Добрый вечер, дорогие мои. Вот мы встретились, чтобы накануне, значит, зимнего солнцестояния, чтобы подготовиться к завтрашнему дню зимнего солнцестояния. Что мы сегодня рассмотрим? Давайте посмотрим. Вот, во-первых, мы с вами подведем итоги. Да? Я вас попросила всех взять листок бумажки, да, и ручку. То есть мы будем работать. Желательно подведем итоги этого года, за что мы ему благодарны. Мы вспомним все события, которые были в этом году. Для того, чтобы поблагодарить этот год за эти события, за то, что он принес нам, что он нам дал, как он изменил, как он повлиял на нашу жизнь. Затем следующий этап – это обнуление старых программ. То есть мы с вами проанализируем, какие-то, может быть, были у нас ситуации, где сработали вот эти старые, вернее, ну вот эти негативные родовые программы. Мы с вами это проанализируем и сделаем практику обнуления негативных родовых программ. Затем мы с вами создадим новый сценарий и новые программы и убеждения на Новый год, чтобы в новом году у нас уже были новые программы, чтобы мы осознанно жили, да, а не повторяли старые негативные какие-то программы. И последний этап у нас будет это наполнение энергией на Новый год. И мы сделаем практику на очищение и раскрытие чакр. Вот такая программа нашей встречи. Что такое зимнее солнцестояние? Вот хотела вам показать эту картинку. Вот смотрите, есть, значит, разные, 4, да, такие феномены природы, как весеннее равноденствие, затем зимнее солнцестояние, осеннее равноденствие и летнее солнцестояние, да. И вот именно зимой, смотрите, вот видно, да, что северное полушарие, вот эта верхняя часть, она наиболее отдалена от Солнца. То есть вот именно в этот день, 22-го, это будет самый короткий день. Вот я вам сейчас об этом расскажу. Вот чтобы вы знали, вот такие бывают, это называют также кольцо, кольцо года, да. Вот. И вот это зимнее солнцестояние, оно наступает 22 декабря. По Москве это будет 6:27, по Астане 9:27, да. Вот. И оно наступает с 21 на 22 декабря. И 22 декабря это будет самый короткий день, 7 часов. Это будет также самый энергетически сильный день. Вот. И эта энергия будет длиться 3 дня, то есть 21, 22, 23. Да? И нам нужно именно воспользоваться этим днем. Смотрите, какая красота. Вот. Солнце, оно входит в знак Козерога, да, 10-й дом по гороскопу. И это дом цели и роста. А этим домом управляет, вернее, Козерогом управляет Сатурн, который является, его также называют Хроносом, да, который любит порядок, ограничения, и поэтому именно вот нам важно в эти дни очистить наш дом, очистить наше пространство. Это имеется в виду и наш ум, да, нашу душу, все очистить, да, и чтобы не было ничего старого, ненужного, лишнего. Вот. И именно вот в этот день зимнего солнцестояния открывается вот как бы портал, да,
И когда Вселенная, высшие силы, они максимально открыты, и человек может войти в контакт с этими высшими силами. И Вселенная нас видит и слышит, и готова нам помочь и направить нас. Вот, то есть это не просто как бы, ну, что-то такое сказочное, да, это действительно, вы знаете, то, что является традицией, то, что народы наблюдали на протяжении многих-многих веков, и они пользовались этими традициями. Кстати, в эти же дни, до 26 декабря, идут фазы растущей Луны. И это тоже как раз дни очень сильной энергии. Поэтому, в общем, нам очень важно и нужно знать, и понимать, и пользоваться вот этой мощной энергией для того, чтобы осуществить свои какие-то цели, да, очиститься от старых каких-то программ и создать новые программы, вот что мы будем делать и наполниться энергией вот этой. У нас как раз в этот день идет мощный поток энергии, мы можем наполниться этой энергией. Этот день действительно был праздником для многих народов. Он отмечался практически по всему миру. Я там видела в Европе, буквально в каждой стране какие-то мероприятия были, праздники в смысле, в Азии и так далее. Например, вот у славян это был народный праздник Коляда, у тюркских народов Нартуган, у германских июль, да, и даже в римские времена этот праздник отмечали. То есть это действительно древняя традиция, и люди понимали, что в этот день можно загадывать какие-то желания, можно вот именно это работать с энергией. Далее. Поэтому мы должны понимать, что в этот день нельзя делать, а что можно делать. Ну что нельзя делать? Во-первых, нельзя, естественно, ругаться, сквернословить, пить алкоголь, занимать и брать в долг деньги, да, вообще даже начинать какие-то новые проекты нежелательно, и так далее. Вот именно все то, что несет в себе какую-то негативную энергию, да. А что можно делать в этот день? Вот в этот день желательно расчистить пространство, как я сказала, раздать какие-то ненужные старые вещи, да, и приготовиться, естественно, очистить дом, убрать его, да, зажечь свечи, там, ароматические палочки, то есть чтобы очистить дом, пространство, энергию дома, украсить его там новогодней елкой, там, всякими елочными игрушками, делать ритуалы и загадывать желания. Вот то, что обычно делают в этот день. Вот. И теперь давайте начнем именно вот нашу практическую часть. Да, это была вводная часть. Сделаем итоги уходящего года. Вот у вас есть листочки бумаги, и вы можете сейчас записать, если у вас есть бумага, за что вы благодарны уходящему году. Вспомните, какие происходили события в этом году, да? Давайте начнем с хороших событий, таких, все, что вам первое идет в голову. Какие такие вот значительные, хорошие события произошли в этом году с вами, может быть, с вашей семьей, с близкими. Но лучше всего именно вот начинайте с себя. Что произошло такое, за что вы благодарны этому году? Вот вы запомните этот год. Можете записать какие-то несколько значительных событий, да? Мгм. Вот. Как они изменили вашу жизнь к лучшему? И что изменилось в вас? Может быть, даже мелкие такие, казалось бы, да, события, что, например, я, например, научилась там
ну, что-то там, новое хобби, новое занятие, или ходили в театр, да, встретились с близким другом, познакомились с кем-то, да, съездили куда-то путешествовать, в какую-то страну, какой-то город. Все это запишите. Мгм. Может, у вас появился новый друг, новое знакомство, прошли новый курс, например, научились новому методу, какой-то опыт получили, какой-то урок прошли. Ну, хотя бы 5 пунктов напишите. Ну, желательно 10, да? Мгм, записываем. За что вы благодарны этому уходящему году? Мгм. Что-то у вас изменилось, появилась какая-то новая у вас характеристика, черта, например, стали более уверенной, да, повысили свою самооценку, научились себя ценить, любить, да, какой-то там навык, провели какой-то вебинар, например. Мгм. Написали, да? Написали, девочки? Мгм. Вспомнили, да? Мгм. Далее. Теперь мы пойдем дальше. Следующий пункт. Давайте теперь вернемся к предыдущему слайду. Поблагодарим эти события, этих людей, эти чувства, эмоции, может быть, какие-то, которые у вас появились в этом году. Поблагодарим. Давайте сделайте вдох и выдох. Можете закрыть глаза, как вам удобно, с открытыми глазами. И вот почувствуйте в сердце, можете приложить руку к сердцу, вот правую руку положить на сердце. Или вот в область сердечной чакры, сердечной чакры. Мгм. И почувствуйте, как ваше сердце наполняется чувством благодарности и безусловной любви за все эти события, которые произошли с вами в этом году. И эта благодарность в первую очередь к себе за то, что вы все время находитесь в движении, что вы растете, занимаетесь саморазвитием, за то, что вы а, растете духовно, эмоционально, интеллектуально. Поблагодарите себя за то, что такие события произошли с вами. Все это благодаря вам. Поблагодарите людей, которые рядом с вами. Возможно, это ваши родители. Можете поблагодарить ваш род, который наполняет ваш ресурсом и силой. Поблагодарите их за то, что вы живете, что вы радуетесь, что с вами происходят такие события, такие а, позитивные изменения. И все это благодаря вашей осознанности, вашему саморазвитию и, естественно, ресурсу, который дает вам ваш род.
И проговорите про себя слова, которые идут от вашего сердца. Благодарю мой род. Можете проговорить конкретно кого, близких людей. Благодарю себя, моих родителей за то, что в моей жизни происходят такие позитивные события, изменения, что моя жизнь становится наполненной, насыщенной, что в ней происходят такие радостные события, что я изменяюсь, что я становлюсь более уверенной, ощущаю свою самоценность, люблю себя, принимаю себя. Проговорите все, за что вы благодарны, какая вы, какие-то изменения с вами произошли. Вы стали более профессиональным мастером в своем деле, занимаетесь своим любимым делом, благодарите за это тоже. Мгм. Вдох и побудьте вот в этом состоянии благодарности, открытой четвертой чакры. Мгм. Подышите глубоко и почувствуйте, как эта чакра открыта, открыта. И также можете посмотреть дальше на третью чакру, на вторую чакру, на первую чакру. Какие они? Потому что все, что происходит с вами, происходит благодаря тому, что эти чакры открыты. И мы сделаем практику на наши чакры позже. Позже мы сделаем. Поблагодарили, да? Почувствовали радость, благодарность. И теперь мы пойдем дальше. Теперь мы пойдем дальше. И вспомним, что, наверное, были какие-то у нас ситуации в этом году, когда нам что-то, может быть, не удалось сделать, что-то нам помешало сделать какие-то наши планы, какие-то, может, желания, да? Давайте тогда подумаем, почему нам не удалось, например, может быть, выйти на какой-то там финансовый достаток, может быть, да? Какие программы могли нам помешать? Какие у нас есть негативные убеждения? Потому что мы их дальше будем прорабатывать. Мы не хотим их взять в Новый год, в следующий год, правильно? Мы хотим их оставить, мы хотим их обнулить. Давайте вспомним, что вам помешало, может быть, достичь какой-то цели в этом году. Может быть, у вас было чувство неуверенности. Программа, например, была «Я самозванец», например, да? Я недостаточно готова, чтобы там делать проработки другим людям, да? Подумайте, какие у вас были программы, которые вас тормозили. Мгм. Может, вы планировали выйти на какой-то финансовый уровень, зарабатывать больше, но вам не удалось. Мгм. Запишите, потому что мы сейчас это будем прорабатывать. Мгм. Так, мгм. Записали.
Вот эти убеждения мы будем прорабатывать. Например, если, возможно, вы не вышли на какой-то финансовый достаток, ну, скажем, зарабатывать, скажем, какую-то сумму, да, например, там 300 тысяч, там 500 тысяч. Подумайте, какое негативное убеждение у вас сработало в тот момент. Какой? Может быть, страх больших денег, а может быть, я недостаточно знаю там что-то, мне надо еще позаниматься, поработать над собой. Какие убеждения у вас были? Сливаете деньги, может быть, страх больших денег, слив денег. Может быть, программа долженствования, взяли в долг что-то, кредиты. Мгм. В плане отношений, например, я недостаточно хороша для а, счастливых отношений, или отношения для меня опасны, я не доверяю мужчинам, или там еще что-то такое. Подумайте. А возможно, вам удалось это проработать уже. Тогда поставьте себе плюсик. Поставьте плюсик, вы это проработали. А там, где не проработали, поставьте пока минус. Это еще надо проработать. Ну, какие-нибудь одна-две программы, может быть, у вас 3, может быть, негативные нашлись, да, убеждения. Мгм. Главное это осознать. То есть, когда мы осознаем, это уже 50%. Главное осознать, что есть такая программа или убеждение. И сейчас мы будем работать с этими негативными убеждениями. Мгм. Готовы, девочки? Мгм. Хорошо. Идем дальше. Написали, да? Теперь вы знаете, какие у вас есть негативные убеждения. Мы сейчас с вами эти убеждения проработаем. Давайте сядем удобно, расслабимся, закроем глазки, если хотите. Сделаем несколько дыхательных циклов. Вдох, пауза и медленный выдох через рот полуоткрытый. Вдох через нос, пауза и медленный выдох. Еще раз. Вдох, пауза и медленный выдох. Теперь откройте свои внутренние глаза и увидьте себя в безопасном пространстве. Это может быть любое пространство. И там увидьте перед собой одну фигуру. Одну фигуру. Мгм. Кто это для вас?
Осознайте, кто эта фигура для вас. Мгм. И что вы чувствуете по отношению к этой фигуре? Мгм. Что вы чувствуете? Есть ли какие-то негативные эмоции? Может быть, какая-то обида, чувство разочарования, может, злость. Мгм. И вот сейчас вспомните свою первую негативную программу, которую вы хотите проработать. Если у вас несколько, вспомните первую. Мгм. Первая негативная программа. И вспомните теперь, когда впервые она у вас появилась. И вы сразу увидите себя в детстве или в подростковом возрасте, когда вы услышали, возможно, эти слова. Может быть, где-то вам говорили мама или папа. Возможно, вы увидите ситуацию какую-то из детства, где вы примете какое-то решение. Например, если у вас, вы увидели в детстве конфликт между родителями, и там вы принимаете какое-то решение. А может быть, вы чего-то очень сильно хотели чего-то, но вам сказали, нельзя, или нету денег, или еще что-то. Что там такое было? И вам откликнется именно то, что соответствует вашей негативной программе. Или в отношении денег, нехватка денег, или в отношении отношения с мужчиной или женщиной. Что-то к вам откликнется. И там маленький ребенок принимает решение. Или денег нету, их трудно зарабатывать, например, такая установка идет. Или отношения опасны и приносят боль, такая установка может идти. Что вам идет? Возможно, у вас сейчас появятся какие-то эмоции в той ситуации, которые вы подавили. И вот сейчас вы можете проявить эти эмоции, потому что их важно проработать, их важно прожить. Если вам хочется злиться, потопайте ногами, можете кулаками побить подушку, позлиться, сказать себе: «Я чувствую злость». Если вам обидно, скажите, проговорите: «Я обижен на тебя». Важно эту эмоцию проговорить. Когда мы проговариваем, мы проживаем эту эмоцию. Я чувствую обиду на тебя, у меня претензии к тебе. Ты меня не понимаешь, ты меня не чувствуешь. Проговорите свою обиду.
Таким образом, мы отпускаем эти эмоции, которые оставляют блоки в нашем теле, и проживаем их. И если вы приняли там какое-то решение, например, отношения– это боль, деньги зарабатываются тяжелым трудом, то там отмените это решение. Скажите: я отменяю это решение. Проговорите. И отмените там свою негативную установку. Потому что эта негативная установка, она не ваша. Вы это услышали от родителей ваших, от кого-то из ваших родителей. И она не ваша. Потому что у ребенка нет еще такого опыта. И он это просто получил от своих родителей. Может быть, от бабушки, дедушки, если они воспитывали вас. И вот сейчас скажите: я отдаю это убеждение и программу тому, кому она принадлежит. И представьте, как вы отдаете это решение, убеждение, программу. Как вы можете представить? В виде какого-то шара или то, что вам идет, какая-то форма, в какой-то форме. У кого-то это бывают палки какие-то там, какие-то там острые предметы там, у кого-то в виде ежика. Что вам идет метафорически? Отдайте это убеждение тому, кому это принадлежит, от кого вы это приняли. Сделайте вдох и выдох. И почувствуйте, что вы освободились. Если же вы не освободились еще, то тогда спросите себя: почему мне выгодно оставаться, сохранять это убеждение? Почему? Какая в нем выгода для меня? Мгм. Хочу ли я дальше тащить и жить с этим убеждением? Тащите его с собой, этот груз, потому что это негативное убеждение, оно тормозит вас, и оно тянет вас назад. Хочу я дальше с ним жить? Если нет, тогда отдайте ему. Представьте это убеждение в виде какой-то формы, какого-то размера, какого-то цвета и отдайте его. Скажите: отдаю это тому, кому это принадлежит. И кто-то, возможно, из рода, заберет эту программу, это убеждение, потому что это родовая какая-то программа или убеждение, которая передавалась из рода, и вы ее получили от своих родителей. Сделайте вдох и выдох, и почувствуйте, как вы освободились. У вас уже нет этого убеждения. Абсолютно. Вы свободны от этой негативной программы. Вы обнулили эту негативную программу. Если у вас есть еще одно негативное убеждение, таким же способом отдайте его тоже. Представьте его в виде какой-то метафорической формы и отдайте его тоже. Скажите: отдаю это тому, кому это принадлежит. Это не мое. И увидите, как кто-то это заберет. Сделайте вдох
И выдох. И почувствуйте, как вы становитесь легкой, свободной от этих негативных программ и убеждений. И теперь можете открыть ваши глаза. Вы здесь и сейчас. Как вам, девочки, удалось поработать? Можете поделиться? Удалось? Да? Отдать какую-то негативную, да, программу, убеждение удалось? Забрали? Ну, мне вспомнила ситуация тоже, ну, я несколько раз к ней всегда возвращалась, и вот сейчас мне тоже она как раз-таки вспомнилась еще раз. Мгм. Классно. Удалось отдать? Ну, вот. Мгм. Да-да-да. Мгм. Молодец, умничка, поработали. Следующий этап. Давайте. Таким образом, вы можете отдать несколько своих убеждений, да, там целый список составили, да, и таким способом отдаем каждое из них одно за другим, пока не почувствуем, что мы от них избавились, что они у нас больше не остались. И теперь нам нужно создать новые программы и убеждения, заменить старые на новые. То есть, например, если у вас был страх больших денег, да, то вы пишете, можете записать, что я получаю большие деньги, занимаюсь любимым делом. Заменяйте вот эти негативные убеждения на новые, то, что вам хотелось бы иметь в вашей жизни, новые программы. Если в отношениях что-то, то вы пишете: "У меня счастливые и гармоничные отношения", или "Я в отношениях, я в счастливых отношениях, с любящим и внимательным", например, мужчиной, да. То, что вы хотите, новую программу. Что у меня большие деньги, я зарабатываю большие деньги, занимаюсь любимым делом и получаю удовольствие от жизни, да. То есть пишите именно те программы, которые вы хотите в новом году для себя. Запишите эти программы. Пишите только для себя, не для кого-то, потому что мы не можем создавать программы для кого-то, правильно? Только для себя. И если мы хотим изменить какого-то другого человека, то мы это можем сделать только изменив себя, изменив свое отношение. И когда мы работаем над собой, мы автоматически влияем на людей вокруг нас. Поэтому работаем всегда с собой. Если мы хотим изменить наши отношения, с супругом, с друзьями, с детьми, то нам нужно работать с собой. Написали новые убеждения, да? Мгм. Я получаю большие деньги. Можете даже написать конкретную сумму, там от скольки-то там. Мгм. Занимаюсь любимым делом, получаю удовольствие от жизни. Можете что-то более конкретно написать. Мгм. Так. Записываем свои новые убеждения. Они могут быть в виде коротких фраз,
И можно их записывать в настоящем времени. Не в будущем, а в настоящем. Мгм. Может, вы хотите иметь много клиентов? Напишите. У меня много клиентов. Мгм. Отлично. И теперь мы будем принимать эти новые программы и убеждения. Давайте сядем опять удобно, сделаем несколько дыхательных циклов. Ну, в принципе, мы уже можем легко входить в это состояние. Можете закрыть глазки. Если удобно, можете с открытыми глазами. И давайте сделаем так. Увидьте перед собой ваших родителей. Увидьте перед собой справа маму, слева папу. Мгм. Мы делаем, создаем новые сценарии на Новый год. Мгм. Запишите свои новые убеждения, которые бы вы хотели иметь. Мгм. Что бы вы хотели иметь? Какие программы новые? Мгм. То есть, если до этого были какие-то негативные программы, например, страх больших денег, да, я не могу заработать большие деньги, я не могу заниматься любимым делом, да, то сейчас мы наоборот пишем, я зарабатываю большие деньги, можно написать там от там какой-то суммы, да, занимаясь любимым делом, да, поняли, да, девочки? Делаем такие новые убеждения, записываем. И вот теперь, когда вы записали, вам нужно будет потом еще самостоятельно это сделать, если вы не все не успеете сейчас. Представьте перед собой маму справа и папу слева, да? До этого мы отдавали им негативные убеждения свои, которые мы от них получили. А теперь мы говорим, если, например, какие-то установки, да, у вас шли от какого-то из родителей, вы отдали их маме, бабушке, может, или папе. Теперь вы говорите, и я ваша дочка, или я ваш сын, по праву своего рождения, и мне не надо повторять ваши программы. И я могу создать свои новые программы. И вот здесь вы можете проговорить все свои новые программы и убеждения, которые вы записали. Например, мне можно зарабатывать большие деньги от, скажем, 500 тысяч, занимаясь любимым делом. Или у меня счастливые и гармоничные отношения. Говорите то, что вам идет. Что вы хотите. Вот с этими новыми программами вы будете жить уже в новом году. Уже, девочки, уже в новом году. Это уже скоро, через 10 дней мы начнем. В смысле, жить-то будем уже сейчас, с сегодняшнего дня, да?
завтра, да, будет самый энергетически сильный день. И вот завтра вам нужно будет это повторять. И вообще мы повторяем обычно для того, чтобы создать новые нейронные связи, да, как минимум 21 день. Понимаете? Но вот как раз вот в этот день зимнего солнцестояния это самый энергетически насыщенный день, когда вот порталы, да, божественных сил открыты для нас. И мы прямо напрямую как бы посылаем вот этот запрос во Вселенную, и она с радостью исполняет наши желания вот именно в этот энергетически насыщенный, наполненный день, когда вся Вселенная, она связана с нами. Представьте вот себя, как от вас идет мощный поток во Вселенную, соединяет вас со Вселенной. И вот сейчас проговаривайте свои новые убеждения и программы на Новый год. Как вы хотите жить? По каким программам вы хотите жить? Что вы хотите изменить в своей жизни? То, что вам раньше не давалось, не получалось. Сейчас вы можете изменить это все. Сейчас вот до 26 декабря идут очень мощные, сильные, энергетические, насыщенные дни. Направьте все свое намерение, чтобы создать эти новые программы, которые изменят вашу жизнь и помогут вам двигаться к вашей цели. И не просто к цели, а жить здесь и сейчас, получать удовольствие от каждого момента своей жизни. Мгм. Как вам, девочки, удается? Проговорили это прямо перед своим родом. Мама, папа и весь род стоят за ними. И вы увидите, как они смотрят на вас с любовью. Увидите, как они радуются за вас. Ведь вы избранная родом. Это они просили, чтобы ваша душа воплотилась в этом роду. И чтобы вы помогли роду дальше процветать и менять программы. Потому что программы выживания, они уже мешают расти. Мы живем в эпоху Водолея, когда мы можем менять свои программы за одну жизнь, за одно воплощение, изменить свою карму, карму рода, сделать ее лучше, подняться на новый уровень, перейти в новое время. Чувствуете мурашки, девочки? Мурашит вас? Почувствуйте эту энергию. Мгм. Вы создаете свои новые программы. Загадывайте желания, девочки, загадывайте желания. Божественные силы помогут исполнить ваши желания в эти дни. Какой вы себя видите? Какой вы себя видите в точке Б? Представьте, что вы уже живете в точке Б. Это жизнь вашей мечты. Какая вы там? Какая вы в точке Б? Почувствуйте это всем своим телом.
каждой клеточкой. Дышите. Вдох. Вдыхаем это состояние. И на выдохе распределяйте по всему телу, в каждую клеточку. Наполняйте этим состоянием. Какая вы? Вы уже там. Вы уже в этой точке Б. Вы такая, о которой вы мечтаете. Вы уже здесь. Здесь и сейчас. Силой своего намерения можно исполнить любые желания. Почувствуйте удовольствие, радость. Почувствуйте, как вы себя чувствуете. Представьте, что вы там реализованы. Занимаетесь любимым делом. У вас много клиентов, которые с радостью идут к вам, отдают вам большие деньги и благодарят вас за то, что вы изменили их жизнь, что они стали лучше и счастливее, что вы служите этим людям, и они вам благодарны. Почувствуйте это. Мгм. Ведь это самая большая миссия — помогать другим людям, когда они это просят и идут к вам, дают вам за это большие деньги. Почувствуйте чувство радости, счастья, самореализации, самоценности. Вы нужны, ваш труд нужен. Вы занимаетесь очень ценным делом. Мгм. Почувствуйте это. Ваш труд нужен. Ваша душа и вы обладаете уникальным талантом, и вы нашли этот талант. Ведь наша задача в этой жизни — понять, какой у нас талант, и его раскрыть. И вот вы его раскрыли, и Вселенная дает вам и все свое изобилие. Почувствуйте этот поток изобилия, который льется на вас. Золотой поток изобилия. Наполняйтесь им, дышите, вдыхайте его. Это энергия. Вселенная дает нам поток изобилия, когда мы занимаемся любимым делом, когда мы раскрываем свой талант и когда мы делаем пользу людям. Понимаете? А вот тогда этот поток изобилия открывается. И почувствуйте, что вы открыты этому потоку. Вы открыты. Откройте себя этому потоку. Ничто ему не мешает. Побудьте в этом состоянии, под золотым потоком. Таким образом, вы создаете новый сценарий новой жизни. В новом году вы уже живете по этому сценарию. Вы сами делаете выбор. Вы сами создаете свою реальность. Вдох и выдох. И теперь открывайте свои глазки, если они были закрыты, и возвращайтесь здесь и сейчас. Дорогие мои, вот мы с вами приняли программы, новые программы Нового года. Но можем жить уже сейчас, да?
потому что мы живем здесь и сейчас. Уже сейчас вы представляете себя в точке Б, ощущаете себя в точке Б, чувствуете себя, какая вы. Все эти, закрепляйте у себя в теле эти состояния, какая вы в точке Б. Здоровая, счастливая, ресурсная, наполненная, реализованная, да, любящая, любимая и так далее. Все эти состояния запоминайте. Вы уже а, как бы приучаете свое тело, свое подсознание к этому состоянию. Мгм. Ну все, дорогие мои, переходим к следующему этапу. К следующему этапу у нас с вами еще один этап есть – наполнение энергией. Значит, мы с вами сделали несколько этапов. Первый этап у нас был, мы поблагодарили этот год за все события позитивные, хорошие, которые изменили нашу жизнь, нас самих, сделали нас какими-то более осознанными, что-то изменилось в нашей жизни. Второй этап был, мы осознали какие-то свои негативные программы, которые нас тормозили, и мы их отдали, обнулили. Третий этап был, мы приняли свои новые программы, убеждения на Новый год, новую жизнь. И начинаем жить уже прямо здесь и сейчас. То есть мы не говорим там, я вот буду жить по этой программе 1 января. Мы так не будем говорить, да? Потому что вот это сейчас самые энергетические дни, и мы начинаем жить уже сейчас. Мгм. Мы их приняли, мы загадали свои желания, и мы живем уже сейчас. По этим новым программам. Теперь давайте наполнимся энергией на Новый год. Готовы? Хотите наполнить своей энергией? Чтобы в новом году, ну, Новый год это условно, на самом деле мы уже сейчас, да, наполнимся сейчас и начинаем жить прямо сейчас, не потом. Поэтому давайте сейчас сделаем практику. Но перед этим, да, я хотела задать вопрос. Вопрос хотела задать. Где мои вопросы? Да. Я хотела спросить, может быть, у вас есть какой-то ваш собственный метод наполнения энергией? Как вы наполняетесь энергией? Кто-то, например, любит что-то там свое. Девочки, можете поделиться? Ну, можно потанцевать под Да. музыку, попрыгать, Ага. немного поспать, Так, ага. Это классно. прогуляться, Спать. Мгм, мгм. Да. поиграть во что-нибудь. Мгм. Так. Например, во что? Во Ну, что имеется в играешь? виду там 15-30 минут как какую-нибудь там игру на телефоне. Окей. Да, да. Хобби какое-то есть хобби? Ну да, повязать, порисовать. Мгм. Да-да. М. Классно. Вот, я хотела тоже вам добавить, как можно наполняться энергией, да? Во-первых, контакт с телом через расслабление, да? Ну, вот расслабление. Многие не умеют расслабляться, просто все время в напряжении живут. А в голове постоянные мысли. Да, мысленная вот эта а, жвачка. На самом деле мысли – это просто функция мозга, понимаете? Это функция мозга, как бы побочный продукт. Поэтому очень важно не идентифицировать себя с этими мыслями. Вот, и научиться расслабляться.
Для этого у нас есть на канале практики на расслабление. На YouTube-канале, в Telegram-каналах школы психосома сердца есть практики на расслабление. Затем другие способы, да, танец, да, любой танец, произвольный танец, просто движение, да, там восьмерки, там вот бедрами, там, да, как-то вот так, танец живота, там, ну, абсолютно любой. Кстати, недавно я увидела интересную информацию о таком интересном, такой технике, именно необычной для меня была новая информация. Оказывается, для женщины, да, для женщины характерны движения, смотрите какие, для того, чтобы увеличить женскую энергию, движения спиральные, да, затем циклические и, ну, в общем, круговые. Ну, это как раз вот и есть восьмерки, да, вот эти танец живота, это вот и есть как раз эти спиральные, циклические, там, круговые. Вот это и есть. Оказывается, вот именно вот такие движения помогают усилить женскую энергию. А для мужчины наоборот, для него движения должны быть такими линейными, такими как-то, ну, как бы линейные, одним словом. То есть, немножко другие, да. Вот, поэтому обратите внимание, когда вы будете танцевать, двигаться, то есть делайте это как спиралькой, да, каким-то таким циклически, там, вот такие движения, такой танец. Буквально несколько минут можно сделать, да, в принципе. Но что-то нам иногда мешает. Но если это сделать как привычку, несколько минут в день, то это будет классно заряжать энергией. Далее замедление, потому что мы все время торопимся, да, надо кучу дел сделать, да, не умеем расслабляться. И вот когда женщина, ну, не только женщина, замедляется, то тем самым мы экономим свою энергию. Вместо вот этих многочисленных, да, движений, суеты, мы экономим свою энергию и учимся находиться в состоянии здесь и сейчас, чувствовать вот именно этот момент, проживать его и получать удовольствие от этого каждого момента. Представляете, как классно? Замедляйтесь, не надо никуда торопиться. Делать подарки себе, ведь это так классно, это проявление любви к себе. Покупать то, что нравится, уход за собой. То есть не ждать от кого-то даже подарки. Делать себе подарки маленькие, какие угодно, большие, каждый день. За что-то или без причины. Просто делать подарок себе. И это поднимает настроение и наполняет энергией. Затем, естественно, это практики на раскрытие женской энергии, да, самоценности, заземления. Таких практик тоже очень много. Да, да. Кундалини-йога, йога, да. Вот, заземление, практики на заземление. Вот мы сегодня как раз делаем эту практику. Работа с нижними чакрами. Первая, вторая, третья. Вот эти нижние чакры очень важно, да, работать с ними, потому что это как раз такие чакры, которые связывают нас с материальным миром, которые помогают нам жить в состоянии безопасности, а, заниматься любимым делом, получать материальные блага от мира, знаете. Вот. И их надо прокачивать все время и следить, чтобы они всегда были открыты, активированы. Ну, естественно, затем подниматься выше по чакрам. 4-я сердечная чакра, 5-я, 6-я, 7-я. И, естественно, женский круг. Вот как мы сейчас собрались, да, у нас женский круг. Представляете, мы себя наполняем энергией, потому что мы вибрируем на одной волне. Мы
извиняюсь, обмениваемся энергией, наполняемся этой энергией, вибрациями, позитивными эмоциями, любовью и благодарностью. Вот это способы, да, естественно, природа, да, хобби, да, много таких способов, которые общение с друзьями и так далее, путешествия и так далее, да, все это способы, которые помогают наполняться энергией. Ну и что? Давайте теперь сделаем практику на наполнение энергией. Дорогие мои, давайте сядем удобно, расслабимся, закроем глазки и сделаем несколько дыхательных циклов. Сделайте вдох и выдох через полуоткрытый рот. Вдох через нос и выдох. Еще раз вдох и выдох. Почувствуйте расслабление в своем теле. Вы расслаблены. Обратите внимание на ваше дыхание, как легкие наполняют легкие, воздух наполняет легкие, и теплый воздух выходит наружу. Вдох и выдох. И почувствуйте, как теплая волна расслабления поднимается от ваших стоп вверх. Вот она поднимается до икр, до коленей, до бедер. Теплая волна поднимается до живота, спины, груди. Ваши руки расслабляются, кончики пальцев, локти, плечи. Расслабление поднимается по шее, ваша челюсть расслабляется, щеки, глаза, макушка головы. Все ваше лицо расслаблено. Ваше тело становится легким, и вы полностью расслаблены. И теперь представьте, как вы внутренним взором видите свое внутреннее пространство. И увидьте свою первую чакру, как красный лотос. Посмотрите на нее, как она пульсирует, какая она красивая. Открыта ли она? Как она выглядит? Какого она цвета? Дальше. Зафиксируйте это. Поднимаемся дальше.
Вторая чакра, оранжевая, оранжевый лотос. Посмотрите, какая она, наполненная, открытая, какого цвета. Дышите. И представьте, как вы поднимаетесь дальше, до третьей чакры. Желтая чакра, желтый лотос. Какой он? Открытый или не очень? Ярко светится или слабо? Посмотрите, какой он. Третий энергетический центр. Центр воли. И теперь медленно поднимаемся к сердечной чакре. Увидите зеленый лотос. Какой он? Открытый, яркий или не очень? Почувствуйте. Мгм. Запоминайте. Какие чакры у вас открыты, какие не очень, какие яркие, какие не очень яркие. Запоминаем. Поднимаемся выше. Горловая чакра. Какая она? Мгм. Голубого, небесно-голубого цвета. Открытая, яркая или нет? Посмотрели. Так, поднимаемся выше. Чакра, шестая, третий глаз. Синего цвета. Какая она? Синий лотос. Раскрыт или нет? Ярко светится. В виде, как вы знаете, такого яркого кристалла, сапфира. Или не очень. Посмотрели. Дальше поднимаемся. Седьмая чакра. Фиолетового цвета. Увидите такой лотос, от которого идут лучи во все стороны. Он такой ярко-фиолетовый над макушкой головы. Какой он у вас? Яркий. Какого цвета? Открытый. Соединяется ли он с верхними каналами, со Вселенной? Идут ли от него лучи? Мгм. Хорошо. Теперь вы зафиксировали все свои чакры, в каком они состоянии. И теперь мы будем работать с этим. Представьте, как мощный поток, мощный луч от Вселенной, божественной энергии проходит через все ваши чакры, начиная с первой чакры. Вот он доходит до первой чакры и открывает эту чакру. Если она была не очень открыта, может быть, она была не такая яркая,
Представьте, как этот луч ярко светит. Это луч божественной энергии. И чакра открывается, становится яркой, как рубин, кристалл, красный кристалл. Светится ярко во все стороны. Посветите этим божественным лучом, наполните эту чакру энергией. Видите, как она раскрыла все свои лепесточки. Мгм. Поднимаемся дальше. Вторая чакра, сакральная. Почувствуйте, как она начинает светиться ярко, как оранжевый кристалл. Божественная энергия наполняет ее. И эта чакра раскрывает свои лепесточки. Если они были у вас не раскрыты или недостаточно открыты, наполните ее энергией. Наполните эту чакру. Почувствуйте, как божественный луч энергии, безусловной любви наполняет ее светом и любовью. И эта чакра раскрывается. Поднимаемся на третью чакру солнечного сплетения, желтая. Увидите, как она ярко светится и раскрывается, наполняется энергией. И вся сверкает. Дальше. Сердечная чакра. Увидите ее, как она сияет, как огромный изумруд зеленого цвета, изумрудного цвета, и раскрывает все свои лепесточки и наполняется энергией. Дышите, вдох, и наполняйте эту чакру энергией божественной любви, принятия и благодарности. И вот мы поднимаемся, горловая чакра засверкала небесно-голубым цветом, раскрылась, наполнилась энергией божественного света. Почувствуйте, как она раскрывается. Она открыта миру. Вы готовы проявляться. Дышите. И наполняйте эту чакру энергией. Поднимаемся до чакры третьего глаза, синего цвета. И увидите, как она наполняется, открывается. И у вас раскрываются способности, интуиция. Вы начинаете чувствовать, осязать и осознавать сверхзнание, сверхсознание. Вы наполняетесь знаниями, интуицией,
сверхзнаниями, сверхспособности открываются у вас. Наполняйте эту чакру энергией. Откройте ее полностью. И поднимаемся в самую верхнюю чакру фиолетового цвета. И увидите, как она сверкает ярко-ярко, раскрыта и соединяется с божественным каналом, абсолютом, божественной силой. Вы видите, как она раскрыла лепесточки свои. И через нее льется свет, божественный свет, выходит от вас во Вселенную и соединяет вас со Вселенной. И теперь представьте, как этот божественный свет проходит через все чакры сверху вниз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И от вашей первой чакры корневой этот луч спускается ниже, по вашим ногам, через стопы, как корни деревьев. Представьте, как будто корни выпускаете в землю, и они соединяются с землей, с ядром земли. И там вы наполняетесь энергией земли. И эта энергия поднимается вверх, опять проходит снизу, от земли через ваши стопы, вверх, и по вашим чакрам идет второй канал. Один идет нисходящий, а второй идет восходящий канал. Снизу вверх идет через ваши чакры до 7 и поднимается вверх, соединяя вас с божественным каналом, абсолютом. И побудьте в этом состоянии. Увидите, как два канала, два энергетических канала проходят через ваши чакры. Один канал идет сверху вниз, а другой снизу вверх. Дышите и наполняйтесь энергией, божественной энергией и энергией Земли. Прокачивайте себя этой энергией. И увидите, все чакры открыты полностью. И они ярко светятся. У вас сейчас очень много энергии. Надеюсь, вы сможете спать. Дышите. И когда вы будете готовы, вы можете медленно открыть свои
глаза. Вы здесь и сейчас. Девочки, поделитесь, как вам эта практика? Вам удалось раскрыть, очистить, раскрыть и наполнить чакры энергией? Шалпан, шикарная вообще практика. Мгм. Меня на слезы прошибло, мурашило всю дорогу. Я до сих пор еще в этом столбе света нахожусь. Мгм. Открыла все чакры. Да, Да, классно, так да? что, ну Девочки, да, прям видите, да, как они все раскрылись прям, ну да, раскрыты, представь, да? 6 декабря у меня операция была, удалили опухоль, Да, симптом, это ж. поняла? Ага. Короче, до сих пор еще непонятно. То есть гистология еще не ясная. Но я уже дома, вот сегодня швы сняли. Мгм, Поэтому, знаешь, мгм. как садилась, а вообще голова болела, я еле встала с кровати. А сейчас я Да. себя прекрасно прям чувствую. Вообще шикарный Ой, поток. Спасибо большое. во Дай бог нам благо, всем здоровья. родная. Благодарю. Приходи на проработку. Ну, я ж теперь дома буду. Да-да. Мгм. Я рада. Раушан, поделись тоже. Как тебе удалось? Ну да, в принципе, удалось посмотреть, прочувствовать. И ну, по состоянию, да, могу сказать, что сейчас я более бодрее, наверное, чем до была, потому что я до хотела спать, когда Мгм. еще пришла, только на начало. Вот, была Да. такая вся. Сейчас лучше. Во. Вы Благодарю. зафиксировали, да, девочки, что какие-то чакры не были открыты, какие-то были не очень яркие, да? Мгм. А потом вам удалось их открыть. Мгм. Наполнить энергией, да? Вот Да. делайте эту практику несколько раз, да, и наполняйтесь энергией, открывайте чакры. Чакры – это наши энергетические каналы. Каждая из них несет какую-то важную функцию. И когда мы раскроем все наши каналы, у нас будет все хорошо со здоровьем. Кстати, здоровье – это первая чакра. Потому что, смотрите, если у нас нижние чакры заблокированы, они мешают идти энергии дальше идти. Энергия нормально не движется по телу. Наше тело как, знаете, как проводник, это как антенна. И если где-то блок, то энергия не проходит, она где-то застряла. Девочки, ну, в общем-то, мы сделали все, что было запланировано на сегодня. Как вам встреча? Довольны вы? Вы готовы идти? Вот завтра уже самый сильный энергетический день будет. Вы готовы с Готовы. новыми программами? Мгм. Во-первых, вы поняли, вы поблагодарили этот год. Да, мы благодарим его. Столько хорошего было в этом году для нас, осознание каких-то, да? Вот. Даже вот, Рост, например, болезнь для чего дается? Это какой-то рост. урок. Мгм. Да. Затем мы осознали, какие у нас были негативные убеждения программы. Мы их отдали их, потому что это какие-то родовые программы, которые, в общем-то, нам не принадлежат. Мы их просто приняли. Мы, в общем, живем по родовым. Большинство людей живут по родовым программам. Особенно если они неосознанные, они такие, в общем, живут всю свою жизнь по родовым программам. Да? Вот. И мы отдали эти программы в род, и мы создали новые программы, новые убеждения. Как мы хотим жить, мы уже начали жить в точке Б. Вот представьте, вы уже живете по этим программам. Здесь и сейчас. Это все в настоящем времени. И мы наполнились энергией.